Здравствуйте, меня зовут Марина, это мой канал «Рукоделие в деталях», и я всех сегодня приветствую с огромным удовольствием. Давно я не добавляла видео на канал, и сегодня я вам хочу рассказать вот про этот жилет и про то, что же я все-таки делала, пока на канале ничего не делала. Начнем мы с жилета, потому что в основном я на канале вяжу, хотя в жизни не только, но начнем с него. Жилет связан с жемчужной резинкой. Я не буду его примерять, потому что этот жилет не для меня, это жилет для моей подруги. Размер 44-й российский. Процесс вязания жилета я не снимала по двум причинам. Во-первых, я хочу сократить видео вязания, потому что все основные процессы, которые я использую в моем случае, они одинаковые. Одинаково я убавляю пройму, одинаково я вяжу частичное вязание той же горловины, поэтому не вижу смысла все это писать. Это занимает кучу времени и, в принципе, это никому не нужно. Была очень сложность большая с ниткой. Это вторая причина, почему я не стала показывать никакие моменты. Нитка странная. Очень странная. Я такого чуда не видела, и если кто-то вдруг нарвется на такую нитку, не советую покупать, потому что это убийца нервной системы. Это вот шнурочек из мериноса, тут же 6 нитей люрекса. Все это такое ощущение, как будто смотано самими продавцами. Ничего не хочу сказать плохого, но нитка не вяжется. Она невыносима, невозможна, поэтому больше я к ней возвращаться не буду. Ищем, если ищем люрекс, или вставляем его сами, или ищем заводской шнурок. Теперь немножко расскажу про жилет. Начинала вязание с промышленной резинки 2 на 2 через иглу. Дальше я сделала сдвиг игольницы на вязание обычной резинки и сделала настройки каретки на вязание жемчужной резинки. В принципе, здесь ничего сложного. Просто надо учитывать вот эти срезы, например, полочки. На Silver Reed, на той машинке, которая у меня, установочные рычаги отключаются в обе стороны. И всегда при вывязывании жемчужной резинкой один край ровный, стабильный, красивый, второй фалдит, там какие-то излишки, там, в общем, край получается грубый и деформированный. Нужно на срезы полочек отправить тот край, который у нас ровный и красивый. Поэтому начинаем вязание полочек с противоположных сторон. Также это нужно учитывать, когда мы делаем вязание, частичное вязание горловины. Вот я вывязывала отдельно планку вот этим участком, ну да планка тут при чем. Когда мы переходим на вывязывание второй половины плеча, на второе плечо, нам нужно обязательно установочные рычаги передней каретки поменять местами. Был нолик слева, устанавливаем справа, потому что это как перфокарточный узор. Чтобы не было дырявого бракованного ряда, нам нужно повторить рисунок, но каретка будет работать в противоположную сторону. Это то, что нужно учитывать. И еще один момент. Эти швы, так как здесь было два нестабильных шва растянутые, обязательно собираем иглой, не крючком, потому что край будет очень толстый, большой грубый рулик. Собираем иголкой, собираем за 2 дужки. Полностью ряд весь цепляем за 2 дужки, и он немножко стягивается, и по длине швы остаются на месте. Планка 4 сантиметра, 4 сантиметра, 2 сантиметра. Здесь просто, чтобы стабилизировать вот этот срез проймы. Все очень быстро. Если будут какие-то трудности, мы просто возьмем, свяжем отдельно какое-то изделие жемчужной резинкой, чтобы там разобрать какие-то моменты. Но я не думаю, что они будут. Ну вот, если вдруг, то мы просто свяжем какой-нибудь топ и рассмотрим там убавки-прибавки, частичное вязание. Выкройку я обязательно дам. Пояс у меня 152 сантиметра. Кто какой пояс делает, это на его усмотрение. Носить ее можно джинсы, юбки, что угодно. Это у нас схема вязания, вся без учета резинки. Здесь 4 сантиметра резинка, по срезам полочек 4 сантиметра. Ну и, конечно же, по горловине также 4 сантиметра. По низу уменьшаю к линии талии на 3 сантиметра. И уже к пройме увеличиваю после прямого участка только на 2 сантиметра. Ну и также я хотела рассказать, что же я делала эти почти 9 месяцев. Делала я все подряд, не так-то у меня много свободного времени. Ну вот такие кофточки, например, шила, нашла себе для себя замечательный магазин тканей итальянских в нашем городе, в которых можно реально все пощупать. Это не через интернет, это пришел, щупай себе и покупай.
обнаружила какие-то отрезы ткани из старых запасов наикрасивейшего итальянского шелка. Там несколько отрезов, и я хочу обязательно из них что-нибудь сообразить. Но самое главное, что я сделала, это я вернулась к своему давнему желанию. В 2013 году еще я решила заниматься кожаными изделиями ручной работы. Меня это очень сильно притягивало, но так как моему младшему ребенку на тот момент был год, то вот этот весь объем режущих, колющих, острых предметов, я поняла, что совершенно ни к чему в доме. И я это отложила на какое-то неопределенное время. Вот это неопределенное время, все эти 9 месяцев, в любой свободной минуте я пыталась вот заняться этим делом. Вот если, например, брать процесс вязания на машинке, это сосредоточенность и счет. Вся романтика, например, для меня в этом вязании, заканчивается на том, что я держу бобину, а в голове держу модель, и потом я держу это изделие. Здесь процесс обалденный. Шлифуем, полируем, красим, режем, бьем, тесним. Я полгода покупаю уже, нет, чуть больше. Все это время я покупаю инструменты, я покупаю их по чуть-чуть, потому что, конечно, весь объем сразу не купить. Я бы уже могла купить, например, новую машину, причем даже не перфокарточную 4 класса, как я хотела. Но теперь я не буду этого делать, потому что я просто не буду столько уделять времени вязанию. Для меня вязание все-таки это больше необходимость, а вот кожаные изделия – это хобби, которым я с удовольствием растворяюсь. Поэтому, если вы знаете, чего вы хотите, не откладывайте. Пожалуйста, вы станете гораздо счастливее. На сегодняшний день, наверное, это все, что я хотела сказать. Мы все равно будем вязать, обязательно будем. Ну вот все это время я не вязала, плюс маленький ребенок пошел в 1 класс. Там было не до вязания. Надо было его возить в школу там по щадящему режиму. Теперь у меня немножко освободилось времени больше. И, честно, я хочу перевязать все эти нитки. Я буду покупать нитки, но вот эти нитки я хочу все перевязать. Поэтому все равно вязать мы будем. Очень благодарна всем, кто писал все это время комментарии, кто не отписывался, кто подписывался. Я вам очень признательна. Желаю всем больших успехов.